Загадка Зоат-Эларан. Скрытые тайны Древнего Египта. Добро пожаловать на наш канал, где мы погружаемся в самые интригующие загадки истории. Сегодня мы отправимся в путешествие к одному из самых таинственных мест Древнего Египта — некрополю Зоат-Эларан, расположенному всего в 8 километрах от знаменитого плато Гиза. Это место, о котором мало кто знает, но оно может хранить ключи к разгадке величайших тайн египетской цивилизации. Что скрывается под песками Зоат-Эларан? Была ли это просто заброшенная стройка пирамиды, как утверждают некоторые египтологи, или нечто гораздо более значительное? Давайте разберемся, шаг за шагом, и попробуем раскрыть секреты, которые волновали умы исследователей на протяжении столетий. Плато Гиза и его загадки. Чтобы понять значение Зоат-Эларан, давайте начнем с контекста. Плато Гиза — это, пожалуй, самое известное археологическое место на планете. Великая пирамида, сфинкс, храмы и гробницы — все это символы невероятного инженерного мастерства древних египтян. Но даже здесь, где каждый камень кажется изучен вдоль и поперек, остаются вопросы без ответов. Кто построил эти сооружения? Как? И главное, зачем? Несмотря на века исследований, мы до сих пор не знаем точных ответов. Некоторые теории предполагают, что пирамиды были не просто гробницами, а частью сложной системы, возможно, связанной с астрономией, энергией или даже технологиями, которые мы пока не понимаем. И вот в тени этого грандиозного плато находится Зоат-Эларан, место, которое редко упоминается в учебниках, но которое может перевернуть наше представление о Древнем Египте. Это не просто еще один некрополь. Это место, где в 1900 году итальянский археолог Алессандро Бассанти наткнулся на открытие, которое до сих пор вызывает споры. Открытие Бассанти — начало тайны. Алессандро Бассанти был не новичком в египтологии. К 1900 году он уже заслужил репутацию благодаря обнаружению гробницы Аменхотепа III и другим значимым находкам. В тот год он исследовал пирамиду Леи в Зоат-Эларан, сооружение, которое на первый взгляд казалось разочаровывающим. Пирамида была разрушена, незакончена и лишена артефактов. Большинство ученых считали, что она была заброшена после смерти фараона, заказавшего ее строительство. Бассанти, разочарованный, решил вернуться в Гизу, но выбрал необычный маршрут — через верхнее плато, откуда открывался потрясающий вид на пустыню. И вот здесь начинается самое интересное. Прогуливаясь по плато, Бассанти заметил нечто странное. Разбросанные гранитные осколки и мелкий гранитный порошок, следы обработки камня. Для опытного археолога это был сигнал. Где-то поблизости древние рабочие готовили материалы для чего-то значительного. Возможно, для тайной гробницы. Заинтригованный, Бассанти собрал команду и начал раскопки. Через 2 дня его интуиция подтвердилась. Под песком обнаружился вход в огромную известняковую яму, заполненную массивными блоками, каждый из которых весил несколько тонн. Эти блоки были брошены хаотично, как будто кто-то намеренно пытался скрыть то, что находилось внизу. Раскопки и находки. Что скрывает яма? К 8 декабря 1900 году на глубине 21 метра команда Бассанти сделала важное открытие — большой блок розового гранита. Это был не просто камень. Розовый гранит, добываемый в Асуане за 600 километров от Гизы, был редким и ценным материалом, использовавшимся только для самых значимых сооружений. Его присутствие в яме говорило о том, что это место было особенным. По мере продолжения раскопок обнаруживались все новые гранитные блоки, что указывало на существование массивного подземного комплекса. К февралю 1955 года, да, раскопки длились десятилетиями из-за сложностей и перерывов, команда нашла 30-тонный гранитный блок, который, как считал Бассанти, обозначал дно ямы. Он был уверен, что это вход в подземный мир, возможно, в гробнице или хранилище сокровищ, но загадка углублялась. На камнях были обнаружены надписи, которые никто не смог расшифровать. Египтологи из Гизы и Каира спорили о их значении, но консенсуса не достигли. Это только укрепило убеждение Бассанти, что он наткнулся на нечто уникальное. Самым поразительным открытием стала овальная ванна, высеченная из розового гранита и отполированная до зеркального блеска. Она была тщательно запечатана слоями извести и глины. Когда крышку сняли, внутри не оказалось сокровищ, только тонкий черный налет на стенках.
Басанти предположил, что ванна могла содержать жидкое подношение, которое испарилось со временем. Но зачем строители приложили столько усилий, чтобы защитить пустую ванну? И почему использовали ценный гранит, если сооружение должно было быть погребено под землей? Теории и гипотезы. Что это было? Большинство египтологов того времени скептически отнеслись к находкам Басанти. Они утверждали, что яма — это просто фундамент недостроенной пирамиды. Но Басанти был непреклонен. Он указывал на несколько аномалий, которые не вписывались в эту теорию. Во-первых, зачем тратить столько усилий на создание пола из гранитных блоков, соединенных как пазл и скрепленных прочным раствором? Если это был фундамент, достаточно было бы использовать обычный известняк, который гораздо проще добывать. Во-вторых, зачем перевозить розовый гранит из Асуана, если сооружение не планировалось выставлять на показ? И, наконец, что означали загадочные надписи и для чего была нужна овальная ванна? Басанти получил поддержку благодаря двум открытиям. Его команда нашла изящную лестницу в северной части ямы, слишком утонченную для рабочих, как будто она вела в церемониальные покои. А после сильного дождя вода в яме внезапно исчезла, как будто просочилась в скрытую камеру внизу. Эти находки подогрели его уверенность, но раскопки осложняли финансовые трудности. К 1966 году деньги закончились, и работы пришлось остановить. Басанти умер в 1917 году, так и не раскрыв тайну Зоат-эль-Аран. Связь с Великой пирамидой, электричество в Древнем Египте. В последние десятилетия появилась новая, радикальная теория, связывающая Зоат-эль-Аран с Великой пирамидой в Гизе. Традиционно считается, что Великая пирамида была гробницей фараона Хуфу, но отсутствие останков, сокровищ или артефактов заставляет сомневаться в этом. В 1960-х годах инженер Эдвард Кунгль предложил, что пирамида могла быть гигантским водяным насосом для орошения пустыни. Его идея была встречена скептицизмом, но в 1990-х годах морской инженер Джон Кэдман развил эту теорию. Он обнаружил следы водной эрозии в подземной камере пирамиды и доказал, что она могла работать как насос. Но Кэдман пошел дальше. Его эксперименты показали, что пирамида могла генерировать волны сжатия, способные производить электричество. Внешняя оболочка из изолирующего известняка, гранитная внутренняя часть и золотой венец на вершине — все это наводит на мысль о конструкции, способной работать как электростанция. Если это правда, то Зоат-эль-Аран мог быть частью этой системы. Возможно, овальная ванна с черным налетом использовалась в процессе выработки энергии, а яма была хранилищем или частью инфраструктуры. Эта гипотеза объясняет, почему египетское правительство в 1964 году закрыло доступ к Зоат-эль-Аран, объявив его военной зоной. Что они пытались скрыть? Загадка продолжается. Сегодня Зоат-эль-Аран остается одной из самых недооцененных загадок Египта. Современные технологии, такие как георадар, могли бы раскрыть, что скрывается под ямой, но доступ к сайту ограничен. Тайна Басанти продолжает волновать умы. Была ли это часть древней энергетической системы? Хранилище утраченных знаний? Или действительно фундамент пирамиды? Одно ясно. Зоат-эль-Аран — это не просто заброшенная стройка. Это место, которое заставляет нас пересмотреть все, что мы знаем о Древнем Египте. Если вам понравилось это путешествие в мир тайн, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. А что вы думаете о Зоат-эль-Аран? Пишите в комментариях. Может, у вас есть своя теория. До новых встреч, и давайте вместе раскрывать секреты прошлого.